Deutsch ist hart, ne? Это неправда. Мышцы диафрагмы. Мы их поднапряжем и получим для немецкого языка специфическая штука. Если бы немецкий был английским, то это ваши проблемы. Это хорошая попытка, но не тут-то было. Чем лучше я говорю на немецком, тем хуже я говорю на русском. Пожалуйста, никаких Luft, Lampe, Hallo, ведь именно тогда вы начнете говорить на немецком идеально. Hallo, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Привет, мои драгоценные, здорово, что вы ко мне присоединились. Это видео посвящается всем, кто хочет говорить на немецком красиво и правильно. Многие говорят: немецкий не английский. Его слишком сложно скопировать и невозможно произнести как носители. Честно признаюсь, и я сама долго верила в эти слова, но на своем же опыте убедилась, что это неправда. Для того, чтобы добиться хорошего или, скажем, даже идеального произношения на немецком, нам нужно просто соблюдать определенные правила фонетики. И если вы уже даже учите немецкий несколько лет и все равно понимаете, что ваше произношение где-то хромает, это не значит, что тема фонетика или произношения суперсложная и супер неподъемная, да, а скорее всего просто на определенном этапе вашего обучения вас либо не доучили, либо вы сами не доучили эти самые важные правила произношения. Так как знаний этих маленьких, но очень важных деталей на самом деле не достает многим ученикам, я решила записать серию видео о произношении. В своем первом видео на эту тему я уже рассказала, как правильно произносить немецкую букву R и H. И если вы до сих пор говорите ich или их вместо ich на себя, и до сих пор не знаете, где формируется немецкое гортанное R, то обязательно переходите по ссылке вверху или по ссылке в описании к этому видео. Слушайте, тренируйтесь и пишите мне, помогла ли вам информация и упражнения. В сегодняшнем видео мы говорим о другом проблематичном звуке L и таком специфическом явлении немецкого языка, как Knacklaut или твердый приступ. Начинаем с L. Буква L. Звук L. Первое и самое главное правило произношения этого звука: L в немецком всегда мягкое. То есть твердой в априори не существует. Поэтому, пожалуйста, никаких Hallo, Luft, Lampe и Mülleimer. Окей? Тут как бы важно отметить, что есть все-таки умненькие ребята, которые знают, что L нужно смягчать, но они не совсем понимают как. Поэтому они решают смягчить и звук, да, и гласный звук, который потом вот приходит. Последующий гласный звук. В итоге у них получается что-то нечто Hallo, Luft, Lampe и Mülleimer. Это хорошая попытка, но тоже неверная. Смягчить нам нужно только саму L. И получиться у нас должны следующие слова: Hallo, Luft, Lampe, Mülleimer. Здесь очень важно отметить, что немецкая L отличается от русской L в артикуляции. В немецком язык подходит к небу вертикально, в русском горизонтально. Давайте сравним для примера. Да, возьмем слово лампа и лук. В русском у нас L в обоих словах твердое. Когда я произношу русское слово лампа, то кончик моего языка уходит достаточно низко и как бы вот даже чуть ли не касается зубов. И при этом он, внимание, лежит на небе. То есть лампа. Лампа. Попробуйте тоже так сказать. Лампа. Проутрируйте немного. Вы заметите, что когда мы говорим по-русски L, вот эту твердую, то язык прям вот немножко лежит на небе. Кончик языка лежит на небе. Точно так же в слове лук. Кончик языка лежит вот горизонтально прям на небе. В немецком же, когда мы произносим эти же слова, кончик языка вертикально касается неба и побежал дальше произносить другие звуки. Lampe, Look, toll, ablehnen, Lena. Да, вот Лена, кстати, интересное имя. Не только потому, что Лены прекрасные девушки, дамы, женщины, а еще потому, что в русском Лена у нас есть мягкая L. Да, и казалось бы, наверное, русская мягкая L должна быть похожа на немецкую L.
Но не тут-то было. Когда мы говорим Лена, то наш язык хоть и отодвигается уже чуть подальше, да, он не лежит прям у зубов, а отодвигается чуть к середине неба, но все равно кончик языка лежит горизонтально на небе. Лена. Лист. Когда мы говорим это же имя, Лена, и это же слово, ну, правда, с другим переводом, Liste, список, на немецком, то наш язык тоже отодвигается чуть дальше, да, к небу, к середине неба. Но в немецком язык снова становится вертикально, сказал L, Liste, Лена, и побежал дальше произносить другие звуки. То есть мы тихонечко касаемся языком неба и идем дальше. В русском же язык немножко лежит. Лена, лист. Ребят, пожалуйста, тренируйтесь вместе со мной. Произносите эти же слова в русском и в немецком, немного утрируя, чтобы понять, откуда формируется звук, который нам нужен. И мы идем дальше. В первом своем примере слов с буквой L, да, hallo, что я там сказала еще, Luft, Lampe и Mülleimer. В конце у меня стоит слово Mülleimer. И это слово нам интересно не только потому, что в нем есть буква L, но еще потому, что в нем есть очень для немецкого языка специфическая штука. Эта штука называется Knacklaut. Слово Knacklaut состоит из двух слов. Knacken – трещать, ломать, хрустеть, щелкать, и laut – der Laut – звук. Для того, чтобы понять, что такое Knacklaut и как мы его формируем, нам нужно немножко покашлять так. Когда мы кашляем, то мы артикулируем немножечко, да, если мы так постараемся, мы сартикулируем звук Так вот мы поднапряжем мышцы диафрагмы, вот там вот у нас в животе, вот тут мышцы диафрагмы, мы их поднапряжем и получим звук Это не стон, а Knacklaut, который нам необходим для того, чтобы звучать по-немецки. Knacklaut мы произносим в начале слова, начинающегося с гласной буквы, и в начале ударного слога, который начинается тоже с гласной буквы, даже если слог идет после приставки или после корня какого-нибудь. В нашем слове мусорник как раз есть два слога. Первый начинается с согласной, поэтому его мы не трогаем. Второй начинается с гласной, и он ударный. Айма. Поэтому в него мы добавляем наш Knacklaut. И в итоге получаем Mülleimer. Если вы до сих пор не услышали, о чем я вообще говорю, давайте сравним с английским. Если бы немецкий был английским, то мы бы сказали Mülleimer. Да, потому что в английском мы все так тянем. У нас все вот предложение, оно как бы вот одно сплошное слово. А в немецком мы разделяем. Deutsch ist hart, ну, немецкий жесткий язык, да, мы разделяем наши слова. Даже если одно слово нам нужно разделить, то мы его разделяем Knacklautом. Так вот, по-немецки мусорник это не Mülleimer, а Mülleimer. То есть между первым и вторым слогом Mülleimer нам нужно вставить немножечко вот этот Knacklaut. Mülleimer. Mülleimer. Понятное дело, что не нужно говорить Mülleimer. Это я делаю для того, чтобы вы поняли, если вы до сих пор не обращали внимания на такую специфику немецкого, да, то чтобы вы поняли, что такое Knacklaut и как его можно сформировать. Давайте посмотрим на другие примеры. Auto, Essen, Apfel, Eis, Art, Offen, Ihr и так далее. Не забываем, что Knacklaut присутствует также в ударном слоге, который начинается с гласной, даже если этот слог уже находится после префикса или после какого-нибудь уже корня. Например, geantwortet, beachten, Beamter, geöffnet. Когда наше слово уже начинается с гласной буквы и помимо этого имеет ударный слог в корне, то мы произносим целых два Knacklauta. Например, erinnern, einatmen, ausarbeiten, хотел сказать einziehen, а там же нет второй гласной. Einzigartig. Еще парочка примеров с предложениями с Knacklautом. Ich esse einen Apfel. Das ist ein Apfel. Давайте я произнесу
произнесу. Давайте произнесу его помедленнее, чтобы вы, если вы до сих пор к этому моменту не поняли, о чем я, чтобы сейчас точно поняли. Das ist ein Apfel. Das ist ein Apfel. Das ist ein Apfel. Я не призываю вас говорить так жестко и так утрировать в реальной речи, но я призываю вас поутрировать дома, чтобы понять, что такое кнаклаут. Потому что именно кнаклаут отвечает за мелодичность немецкой речи, за мелодию немецкой речи. Неправильно выразилась. То есть немецкий узнается именно по его кнаклауту. Если вам покажется кнаклаут слишком жестким, то это ваши проблемы. То не знаю, мне лично нравится, когда немцы так говорят, как abgehackt. Мне кажется, в этом есть своя специфика и своя красота. Давайте приведем еще несколько примеров с предложениями. Ich aber bin einer anderen Meinung. Но я придерживаюсь другого мнения. Ist ein Arzt? Он врач? И скороговорочка на кнаклаут. In Ulm, Ulm und Ulm herum. В Ульме, около Ульма и вокруг Ульма. Ульм — это город такой. And the last but not the least. Конечно же, исключения. У нас есть и здесь определенные исключения. Первое исключение — это слово einander. Einander — это один другому или друг друга. Оно произносится слитно, без твердого приступа. И второе исключение. Иногда мы произносим такие коротенькие фразы или задаем коротенькие вопросы, в которых какие-то небольшие словечки особо не акцентируются. Например, может ли он зайти ко мне? Kann er vorbeikommen? Да, он может. Я kann er. Если мы не хотим сакцентировать особо внимание на местоимении он, то нам не обязательно произносить кнаклаут. Мы можем его произнести, если мы этого хотим, если мы хотим сконцентрировать тоже внимание на нем, на местоимении, на этой личности. Но мы можем также и упустить его в этом случае, если мы не придаем особого акцента этому слову. Ребят, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на мой канал, ведь именно тогда вы начнете говорить на немецком идеально. И лайки не забудьте. Чем лучше я говорю на немецком, тем хуже я говорю на русском. Не забывайте лайки, комментарии. Опять же, забыла сказать, L мы разобрали в этом видео именно потому, что кто-то из вас, сейчас даже посмотрю, кто. Насколько я поняла, Светочка Куликова попросила рассказать о именно звуке L и, да, в немецком. Что я, собственно, и делаю, так что, ребятушки, не стесняйтесь, пишите в комментариях, что вам было бы интересно или нужно было бы даже узнать из немецкого произношения. Мы поговорим об этой теме. В следующем выпуске мы поговорим о том, как правильно произносить букву «э», как «э» или как «э», в каких случаях как. Подписывайтесь, чтобы не пропустить полезнейшее видео. Я желаю вам научиться говорить идеально на этом прекрасном языке. Хорошей вам недели. До новых встреч. Скорых новых встреч.